Представители знака зодиака Козерог. Здравствуйте, мои дорогие Козероги. Второй расклад. Знаки судьбы. События до конца апреля. Давайте узнаем, как меняется ваша реальность или какие, может быть, неожиданные события, новости произойдут до конца апреля и что случится или произойдет. Словом, куда вас заведет судьба, давайте узнаем через подсказки карт, что вам важно знать или нужно услышать прямо сейчас. И первая карта, что будет из разряда того, что мы, возможно, вычеркнули из своей жизни, а оно вернется. Какие вопросы или с чем это может быть связано? Достанем первую карту. Вторая карта, в чем вы поставили точку, а оказалось многоточие или запятая. Что откроется, как правда, или что прояснится? И знаки судьбы достанем 3 карты. Первый знак судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? Вторая карта — знаки судьбы, как подсказка. Что вам нужно знать, важно знать. И к чему все идет, как знак. Давайте узнаем. Десятка огня, какая-то многозадачность. И вообще, вот обратите внимание на эту карту. Как будто мелкие какие-то бумаги витают в воздухе, и они уже сгорают. Это та многозадачность, в которой мы участвовали, но теперь это не имеет значения. Нам показана девушка, которая вроде как пытается поймать, обжигаясь. Эта карта может символизировать, что мы можем пытаться схватиться за одно дело, за второе, за третье. В итоге это не имеет для вас, мои дорогие козероги, конкретного значения. И если смысл многозадачность, то не надо нам пытаться объять необъятное. Или пытаться, знаете, когда взяли мы на себя много. Это карта эмоционального выгорания. В этой колоде, это колода добра, которую прорисовала великолепный психолог и таролог с большим стажем Колет Барон Рид. Поэтому не берите буквально на себя многое. Или, может быть, это будет с конкретным делом, когда вы подписали какой-то документ, и теперь вы кому-то обязаны. Или обязаны продолжать что-то. Или вы взяли на себя обязательства, это где-то граничит с какими-то финансовыми проплатами. Может быть, это и по труду, когда вы взяли какую-то подработку. И здесь, скорее всего, вам захочется, по крайней мере, потому что усталость, она будет присутствовать, и захочется освободиться от вот этих пунктов, которые лично для вас не имеют какого-то принципиального значения. И карта нам о чем говорит? Настало время с чем-то распрощаться. Особенно то, что для вас, в принципе, составляет какую-то суету, но нет никакого прогресса. Или то, что вам дает усталость, приносит, может быть, какие-то переживания, а по сути, вот лично ваша какая-то задумка, тема тормозится. Или вы никак не можете к чему-то приступить, то, что вам интересно, потому что вечно какой-то ворох проблем, он как тянется вот этим непонятным шлейфом, и до конца вы, может быть, даже прежде не задумывались, а нужно ли мне вообще с этим совсем взаимодействовать, с конкретным человеком, или на что-то соглашаться. Мы могли по привычке, или как по наитию, или, может быть, даже из каких-то таких высоких побуждений, чувства долга. Но тоже тут вот надо пересмотреть некоторые ваши позиции, потому что вот это эмоциональное выгорание, с ним нужно что-то делать. Поэтому, что вы вычеркнули из своей жизни, а оно вернется. Это вы когда-то прежде много дали или взяли на себя обязательств и думали, что, вы люди сильные, унесу, или я справлюсь. А теперь вы понимаете, ну хорошо, да, эта карта, кстати, дает возможность выдержать очень долго физическое напряжение, эмоциональное напряжение. Но вот вопрос, не задача, а надо ли? Вот этот вопрос, а надо ли мне в этом участвовать? И это может быть сразу как минимум 10 каких-то пунктов, причем достаточно мелких, не принципиально важных, которые, просто вас подталкивают через усталость или через эту многозадачность пересмотреть свои обязательства или в чем вы будете участвовать на последующий период. В чем вы поставили точку, а будет запятая. Четверка воды. А вот, наверное, за этой многозадачностью мы не видим самого главного. Мы не видим своих возможностей.
Мы включились в какую-то работу и тянем вот этот воз, вязанку какую-то, и надо бы бросить. А вот как бросить мы пока не знаем. Или нам уже теперь кажется, что так будет всегда. Здесь, понимаете, по этим двум картам вы перестаете, ну, вот так рационально оценивать или вдумчиво где-то анализировать, что меня окружает вокруг, какие у меня сейчас возможности. Вы где-то то и дело соскальзываете на привычку или на то, к чему вы привыкли, или на постоянное включение в какие-то дела, мелкие вопросы. Может быть, кстати, и ваше окружение вас к этому подталкивает. Но все же карта нам говорит о том, что, вы знаете, должно быть какое-то временное затишье. Вот это конкретно временное затишье из самоанализа карта. А вопрос мы с вами задали, в чем вы думали, поставили точку, а оказалась запятая. И теперь мы понимаем, что мы словно шли не туда или занимались теми делами, вопросами. Нам казалось, что это очень важно, а это вовсе не важно. Или это, ну, хорошо, какой-то вопрос вы завершите так или иначе. Но, мои дорогие козероги, а КПД, коэффициент полезного действия лично для вас, он каков? Вот такого рода вопросы, две карты именно об этом нам говорят. Видимо, вам придется что-то анализировать или от чего-то действительно отказываться до конца апреля. Паш воды. А вот это уже, знаете, как любопытство к миру, не к соседу отнюдь, а это любопытство к чему-то новому. Возможно, по этой карте для кого-то проходит помощь вашим детям. Вот, кстати, такое иногда проигрывается. Это карта невинности, открытости. Кстати, это начало близости. И если мы говорим любопытство, это можно переложить на какой-то проект, который вас заинтересует. Может быть, он и по работе, но тогда это через вдохновение, когда мы хотим что-то осуществить. И причем это паш, это что-то новое, что требует нашей адаптации, изучения. Может быть, и где-то организации нашего быта, нас самих себя под новый настрой или на новый где-то лад. И это совершенно другие энергии. Давайте мы достанем дополнительные карты, потому что все карты, которые, ну, достаточно мелкие. Вот какая-то, как вихрь забот, каких-то мелких проблем. Но это все не прогресс. Какая тайна откроется? Любая тройка – это карта обучения и нового жизненного этапа, особенно тройка Земли. Нам предлагают рассмотреть вообще кардинально как новые возможности заработка или самореализации. Возможно, для вас настало время, когда переоценить все то, что вы делали прежде, и рассмотреть для себя какой-то новый проект. В этой карте идет прочный фундамент или объединение усилий. И если мы говорим на все то, что выпало вам до этого времени, тогда вот эти две где-то карты будут говорить, как какая информация. Здесь явно есть люди в вашем окружении, и они, первая половина, ненадежные, которые конкретно вас используют. И есть и люди, на которых вы можете опереться, и вам нужно с учетом вот этих контактов построить какой-то свой либо проект, либо для себя совершить что-то хорошее. Или пришло время, может быть, воспользоваться какими-то контактами. Вот, кстати, для того, чтобы, ну, свой прогресс продвинуть вперед. Давайте спросим, что же еще? Здесь больше касается ваших каких-то решений. Может быть, и есть такой человек по королеве огня. Это те люди, которые сделали себя отчасти сами. И вот этот путь, он не был легким для королевы огня, потому что многократно ее жизнь ставила на колени. И это ее как раз и научило не включаться в эту многозадачность и не ставить на первое место планы других людей, а именно свою собственную реализацию. Ее научило это молчать, буквально хранить молчание. И она умеет хранить тайны, как и свои, так и чужие. Вы можете, кстати, и для себя такую тактику избрать, потому что вот это самое включение приводит вас к эмоциональному выгоранию, но по сути не служит прогрессом. Так вот, я еще хочу прояснить вторую карту, мои дорогие, четверка воды. Что же вы тут не видите? Или что вы до этого времени не замечали? Вам казалось, что вы расставили все по местам и у вас порядок.
Вот вы как раз и не видели, что очень много людей пытаются вас приобщить к какому-то делу. Семерка огня– это чужие интересы, а вам нужны свои собственные. Нам и единорог показан. Единорог– это тот проект, который еще не создался в реальной жизни. Или это та ваша задумка, которую вам еще только предстоит осуществить в жизни. Это карта настойчивости и, кстати, и инакомыслия, и своего собственного пути. И оставайся верным самому себе. Вот об этом нам говорят карты. Поэтому вы, может быть, включились как и в отношения, повторяюсь, или в какую-то работу, и сделали это на автоматизме. И вот сейчас этот автоматизм или вот это эмоциональное выгорание, которое как итог этого автоматизма, привычки, это должно быть закончено. И отдать предпочтение, может быть, каким-то своим собственным планам. Мы только об этом и говорим, хотя я достала 6 карт. Но все 6 карт именно об этом, мои дорогие козероги. Значит, есть какая-то у вас рутина, которая вас буквально засосала. Или, как болото, может быть, по королеве огня настало время именно себя поставить на первое место. И имеется в виду не через доказательства. Мы сказали, королева огня умеет хранить тайну. Она, если нужно, умеет уйти по-английски. Она умеет все сделать красиво, элегантно и себе не навредить. И, надо сказать, королева огня очень удачлива в бизнесе, и в правильном распределении денег. Она вообще как бы с деньгами умеет правильно обращаться. И, может быть, вот эти подсказки, как какая-то правда, вы для себя что-то тут решите основополагающее. Давайте мы узнаем подсказки карт. Девятка огня. Вы знаете, вот эта усталость или как барн-аут, эмоциональное выгорание, вас как будто отрезало от внешнего мира. Вы словно, ну, не буквально, хотя я могу допустить, что некоторые заботы для кого-то проигрываются так, когда вы вынуждены, может быть, за кем-то ухаживать и больше находиться дома, или включились те обязательства, когда тоже, но не получается, может быть, на начало апреля, вот словно выйти из этой зоны ограничений, а подсказки нам говорят, да уже время настало. Вот завершай вот это, где-то отдыхай, не без этого, не возьми на себя новых обязательств, а именно инакомыслие, тебе какой-то свой путь нужно, ну, как фарватер, выбрать что-то очень важное для тебя, по крайней мере, до конца апреля, и этим заниматься. Причем мы делаем выбор и очень аккуратно выходим вот из этого периода ограничений. И, по сути, девятка– это уже символ перемен. Уже вы на пороге перемен между прошлым и будущим. Но ваши действия или что вы поставите для себя, ну, как в свой план, на первое место, именно из своих планов, это и будет означать какой-то прогресс. Вот наступило время завершить какие-то прежние истории, которые больше нужны не вам, а кому-то другому, мои дорогие. Самое время, если пауза, да, как и отдохнуть, и так и подсказка высших сил вам говорят, время задавать вопросы, почему какая-то ситуация случилась в моей жизни. И для этого нам нужно остановиться и осмотреться. И дальше, как подсказка высших сил, искусство мелких шагов. Куда-то не торопитесь. Как только вы поторопитесь, мои дорогие козероги, опять какая-то многозадачность, какая-то рутина вас может засосать или затянуть. Или пусть это люди с какими-то предложениями, но пытаются вашей силой отчасти или вашей выносливостью воспользоваться. Нет, вот ваши силы, они должны быть вам во благо каким-то правильным образом, скоординированы и употреблены. Вот буквально так. Давайте посмотрим подсказки высших сил, что вам хотят сказать высшие силы. Семерка воды, карта иллюзий. Вот действительно, вы могли какую-то иллюзию воспринимать или обещание. По этой карте пустые ожидания, пустые надежды. Или когда мы никак не можем сделать выбор, надеемся, что ну как-то обстоятельства сами по себе распределятся, да, и для нас будет какая-то история более очевидна. Когда мы где-то добровольно согласились на многозадачность, опять же, или когда мы согласились на конкретные отношения, может быть и так, потому что вода, ну, это где-то через чувства, и на кого-то через чувства обещаниями, да, завтраками накормили, и мы сидим чего-то ждем. По сути дела, ничего не меняется, а время уходит. Поэтому проходит по этой карте воображение, фантазия, но, знаете, как подсказка высших сил, ваша задача научиться
обходить некоторые правила. Здесь вам совершенно необходима какая-то гибкость. Возможно, с королевой огня нам сказали, что сохраняй свои планы в тайне. Не говори, чтобы никто не присоседился к твоему проекту, потому что идею можно украсть. Или сказать: о, а мне как раз это тоже интересовало, мне по пути. Тут, и знаете, как банально, вы куда-то представьте себе, чтобы так это более наглядно и ближе к нашей земной жизни. Вы садитесь в машину и намереваетесь куда-то ехать. Выходит сосед, допустим, да, или соседка, и спрашивает: а ты куда? Вы отвечаете, куда вы едете, и она вам тут же говорит: о, так и мне по пути, подвези меня. Так вот, умение сказать «нет» кому-то вас избавит от вот этой какой-то рутины. Поэтому храните сами себя. Вот все карты как будто раскрывают одну историю. Давайте, к чему же все идет, как подсказка. Ну вот подсказка высших сил, туз огня. Ваше собственное решение. И если вы его приняли, если вы с чем-то уже как внутри себя соглашаетесь, вас интересен какой-то проект или изучение чего-то нового, здесь, скорее всего, по тузу огня это однозначное решение. Что-то продолжать. Но, значит, вам не нужны попутчики. Более того, вам, видимо, до конца апреля вот как раз какие-то люди могут мешать. Как мешать своими запросами, своими какими-то заботами. Настало время, мои дорогие козероги. Вспомните о себе самом или о самой себе. И неважно, чего это касается. Может быть, это касается вашего личного какого-то плана по работе, по творчеству. Все же туз огня или туз жезлов. Дела, работа, бизнес, деньги. Вот есть такого рода вопросы, которые вам нужно осуществить. Может быть, начиная с нуля какой-то проект. Но именно до конца апреля вы это можете как и начать, так и продолжить. Сделать не просто первые шаги, а уже увидеть какие-то плоды труда своего. С другой стороны, это может быть, знаете, как мечта, ваша личная мечта, тут даже может как о глобальном чем-то. Это смелость и свобода. Вот у вас, знаете, как пограничное состояние между прошлым и будущим. Так вот, в прошлом как будто рутина, а вы в глубине души закопали поглубже, может быть, свою мечту, намерение, или то, что вам греет душу, или то, что вы где-то наедине с самим собою, или самой собою вы об этом мечтаете, или вам всегда хотелось это осуществить, но вы выполняли массу каких-то дел, а вот это самое близкое, самое родное оставляли на потом. Вот сначала я вот это все переделаю, а потом я вот как раз займусь каким-то своим проектом, или я уделю внимание самому себе или самой себе, и пусть это здоровье даже, к примеру. Мы ведь смотрим в целом, да, и любая сфера жизни может проиграться. Вот не откладывайте себя на потом. Подсказка, да все карты только об одном и том же. Значит, настало ваше время, мои дорогие козероги, себя не поставить на второй план, и имеется в виду даже ваша мечта или то, что вы хотели осуществить, а оставить на потом все остальное, чтобы вспомнить о чем-то очень важном. По крайней мере, это как подсказки высших сил, и именно это имеет для вас какое-то фундаментальное, основательное значение до конца апреля. Давайте я достану карту «Совет». Неожиданный совершенно расклад. И обратите внимание, все же карты практически, которые вам выпали, до туза огня, но может быть еще и королева огня, это все мелкие карты. Карта «Совет», козероги. Что делать? Вот давайте извечный, говорят, русский вопрос, да? Коль уж мы с вами, у нас русскоязычный сайт, канал «Восьмерка воды». Уход. Все то, что я говорила, карта подтверждает. Вам нужно что-то пересмотреть. Может быть, пересмотреть свои обязательства или пересмотреть свое участие. Я уже об этом сказала. Восьмерка воды. Нам человек показан, посмотрите, спиной. То есть он уже повернулся спиной к прошлому. Нет смысла, нет интереса, нет в чем-то отклика. Или буквально вы кому-то помогли, а ваш адрес не откликнулись. И отпусти иллюзию, нам говорят. Это по этой карте инициатива и выбор. Или когда мы ищем из какой-то сложной ситуации выход. Может быть, мы ищем выход, как кому-то сказать нет, и значит, вы это тоже найдете. По сути дела, это выбор пути. И как будто карта говорит: Козерог, ты остановился на полдороги, на полпути.
И эта остановка у тебя была потому, что ты когда-то начинал какой-то проект, или ты о чем-то думал, или у тебя была мечта. Но ты предпочел вот эту многозадачность и свои силы распределил неправильно. Ты именно думал, я сначала быстренько вот это все сделаю, а потом будет основное. А нужно было начать с основного, а все остальное, вот эту рутину, оставить на потом. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.